Эта тигрица каждый день появлялась в военном лагере, рыча, чтобы привлечь к себе внимание. Когда солдаты решили последовать за ней, причина повергла их в глубокий шок. Командора Бриггса только что назначили на индийскую военную базу, расположенную недалеко от границы между соседними странами. Его официальной обязанностью было координировать действия остальных солдат при круглосуточном наблюдении за границей, предотвращать незаконный въезд и сообщать о любых подозрительных событиях. Благодаря круглосуточному наблюдению и разведчикам, которые всегда осторожно патрулировали границы, командор Бриггс хорошо справлялся со своей работой. Однако Бриггс мало что знал, у природы были другие планы на его пребывание на военной базе. Однажды патрулирующие солдаты сообщили о довольно необычном происшествии с ним. Перед военной базой притаился тигр. Полосатое существо часами сидело на одном месте, а иногда патрулировало вход на базу, словно пытаясь привлечь внимание людей. Поначалу командор Бриггс не придал особого значения присутствию тигра. В конце концов, тигр, притаившийся поблизости, не был серьезной проблемой и определенно не входил в его задание. Но, возможно, их враги каким-то образом спрятали в нем взрывчатку и сумели направить ее ко входу, чтобы навредить солдатам. Просто чтобы убедиться, что это не ловушка, Бриггс связался с начальником службы безопасности, который подтвердил, что тигр был чист, поскольку они просканировали его в рамках контрмер безопасности. Командор Бриггс знал, как далеко продвинулись военные технологии и как роботы-животные маскируются под настоящих животных для ведения разведки и наблюдения. Чтобы убедиться, что тигр не представляет угрозы в виде робота-шпиона, замаскированного под большую кошку, он поручил главному специалисту по компьютерной безопасности просканировать животное с помощью ультрафиолетовых приборов, что они и сделали. Однако результат оказался отрицательным. Это было обычное животное. Тигр находился у входа на базу в течение нескольких часов. Его присутствие начало беспокоить его, поскольку он задавался вопросом, почему крупный хищник оставляет свою охотничью деятельность, чтобы приблизиться к людям, вместо того, чтобы полностью избегать их. Однако он решил не придавать этому особого значения. Возможно, животное просто капризничало в тот день и скоро вернется обратно в джунгли и совсем забудет о лагере. Он проинструктировал солдат на базе не стрелять в это существо и не причинять ему вреда. Оно не представляло угрозы, и в их задачу не входило убивать животных. Он предположил, что тигр, возможно, был очарован структурой базы и присутствием людей, что было довольно необычно. Однако командор Бриггс и не подозревал, что тигр таит в себе нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Позже тем же вечером тигр рычал и подпрыгивал, привлекая к себе внимание дежуривших солдат. Они не могли понять, что тигр был в бедственном положении и пытался что-то сообщить им. Они подумали, что он голоден, но вряд ли такой хищник, как тигр, мог находиться в таком положении и требовать пищи, когда в джунглях была дичь, на которую он мог поохотиться. И даже если бы это было так, они не могли позволить себе кормить его, чтобы предотвратить его постоянные визиты, тем самым нарушая их сосредоточенность и обязанность работать. Они и не подозревали, что их предположения были очень далеки от истины, и им предстояло раскрыть шокирующую тайну о тигре. Позже тем же вечером тигр ушел, растворившись в джунглях, как и предполагал командир Бриггс, и все сосредоточились на выполнении своих обязанностей. На следующий день их ждало еще больше сюрпризов, поскольку их радар наблюдения обнаружил движение, приближающееся к базе. Все были начеку. Однако они были разочарованы, когда выяснилось, что это тот же тигр, который приходил днем ранее. Услышав новости снова, командир Бриггс был потрясен. Что происходит? Была ли это загадка, которую нужно разгадать? Он был твердо убежден, что с тигром что-то не так.
Такой хищник не стал бы приходить на базу на следующий день, если бы не было чего-то подозрительного. Может быть, он хотел устроить засаду на солдат патрульного подразделения, которые время от времени выезжали на базу и выезжали с нее. Однако он быстро отказался от этой идеи. Патрульные подразделения входили на базу и выходили с нее, и «Тигр» не проявлял никакого агрессивного поведения по отношению к солдатам, когда они передвигались на своих вездеходах. Вскоре он услышал громкий рев «Тигра», что побудило его отправиться на сторожевую башню, чтобы увидеть это самому. Рассматривая в бинокль величественное и мощное существо, Бриггс не мог отделаться от ощущения, что «Тигр» чем-то обеспокоен. Судя по языку его тела и тому, как он рычал и расхаживал по комнате, Бриггс почувствовал, что что-то не так. Но что бы это могло быть? Он был полон решимости выяснить это. На следующий день появление «Тигра» убедило Бриггса предпринять что-нибудь, чтобы выяснить, почему «Тигр» появлялся в течение нескольких дней. Выступая в тот день перед войсками, он попросил 7 храбрых солдат добровольно присоединиться к нему в специальной операции, чтобы выяснить, почему «Тигр» появлялся. Он чувствовал, что кошка пытается привлечь их внимание к какой-то неприятной проблеме. 7 отважных солдат посвятили себя выполнению довольно необычной миссии и были готовы выполнить просьбу своего командира. План состоял в том, чтобы выйти за пределы базы и подойти к животному пешком, но на почтительном расстоянии, просто чтобы посмотреть, что задумал «Тигр». Если «Тигр» нападал, они быстро выстреливали в него дротиком с транквилизатором и звонили в центры помощи животным, чтобы те приехали и избавились от него. Однако ничто не могло подготовить их к тому, что на самом деле задумал «Тигр». Как только они вышли за пределы базы, они направили свои винтовки вниз, чтобы не потревожить его. Они также соблюдали почтительную дистанцию, чтобы не угрожать «Тигру» и не волновать его. Выполнив эту часть плана, некоторые ожидали нападения, но они ошиблись. Ожидая, что «Тигр» сделает дальше, они были удивлены его странным поведением. Большая кошка начала тихо удаляться в джунгли, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что люди следуют за ней. Солдаты переглянулись и посмотрели на командира Бриггса, ожидая приказов. Он подал им знак следовать за существом. Они двигались осторожно, каждый шаг был наполнен ожиданием и любопытством. «Тигр» вел их все глубже в джунгли, его движения были целенаправленными, но в то же время загадочными. В течение нескольких часов командир Бриггс следовал за «Тигром» по различным сложным участкам местности вместе со своими 7 добровольцами. В какой-то момент это начало казаться бредом. Почему они преследовали животное в неизвестном направлении? Однако «Тигр» шел впереди, и они следовали за ним, стремясь узнать, куда он их ведет. В отличие от своих солдат, командир Бриггс верил, что «Тигр» ведет их к чему-то очень важному или тревожному. После почти 7-часового углубления в дикие просторы джунглей командир Бриггс понял, что всего через несколько миль они начнут приближаться к территории соседней страны. У них не было разрешения на доступ, и если бы кто-нибудь их заметил, их обвинили бы в незаконном проникновении на территорию и нарушении соглашений между 2 странами. Это могло привести к краху его карьеры и его подразделения, и он надеялся, что «Тигр» скоро доберется туда, куда он их ведет. Солдаты начинали слабеть. Они не взяли с собой никаких припасов, еды и воды, так как не ожидали, что зайдут так далеко. Тем не менее, они продвигались вперед, проворные и бдительные. Однако вскоре «Тигр» издал глухое рычание, и солдаты поняли это как сигнал о том, что они почти достигли цели. Командир Бриггс, шедший впереди остальных, опустился на одно колено и поднял руку, подавая сигнал остальным солдатам остановиться, пока они осматривали свой периметр. Напряжение, повисшее в воздухе, было ощутимым,
пока они ждали каких-либо признаков опасности или указаний на то, почему тигр привел их в это место. Именно тогда они узнали шокирующую тайну, от которой у них сжались сердца. Тигр все это время пытался попросить их о помощи, но они не могли понять его до этого момента. Прямо перед ними на земле лежали два смертельно раненых тигренка, которые пытались отдышаться. Только тогда они поняли, что тигрица на самом деле была тигрицей-матерью, пытающейся спасти своих маленьких детенышей. Она соорудила из кусков дерева подобие гнезда и положила в него двух своих маленьких детенышей. При виде этого у командира Бриггса растаяло сердце. Он пока не мог понять, почему и как тигрята получили такие травмы, но он знал, что это не было нападением другого животного. У него упало сердце, когда тигрята, взволнованные встречей со своей матерью, на короткое время смогли подняться, но заскулили от боли, так как раны на их телах не позволяли им удобно передвигаться. Несмотря на то, что Бриггс плохо разбирался в обращении с животными, он понял, что тигр пришел просить о помощи и знал, что должен что-то предпринять, чтобы спасти детенышей. Их раны были глубокими и незащищенными, а это означало, что они рисковали подхватить инфекцию и, возможно, умереть. Все это время солдаты держались на почтительном расстоянии, чтобы не волновать мать-тигрицу, и именно в этот момент командир Бриггс заметил неподалеку что-то необычное. Казалось, кто-то вырыл неглубокую яму в земле. Но, благодаря своему многолетнему боевому опыту, командир Бриггс знал, что это была не ручная работа. Кроме того, людям было запрещено находиться в этом районе. Поэтому он приказал двум своим людям осмотреть место происшествия и необычную неглубокую яму в земле неподалеку. Он знал, что это должно быть наземная мина, поэтому проинструктировал их следить за ней, чтобы не было жертв. Пока двое мужчин осматривали это место, он тихонько подошел к тигрице, которая дочисто вылизывала своих детенышей. Стараясь не раздражать ее, он двигался медленно, тихо разговаривая, в то время как остальные мужчины стояли и наблюдали, готовые вмешаться, если что-то пойдет не так. Однако тигрица шокировала их, не проявив никаких признаков агрессии. Вместо этого она немного отошла в сторону, чтобы человек мог осмотреть детенышей. Приглядевшись к ним поближе, командир Бриггс не смог сдержать потрясения. У невинных и очаровательных детенышей были глубокие царапины и синяки, которые могла нанести только шрапнель. Он знал это по многолетнему опыту участия в боевых действиях. Как раз в этот момент двое солдат, которых он послал, вернулись и сообщили ему, что они обнаружили на этом месте множество мин. Дыра в земле образовалась от наземной мины, которая сработала и взорвалась. Командир Бриггс был убит горем, когда понял, что тигрята действительно были ранены осколками шрапнели. Этот вывод сильно поразил его. Эти невинные создания, оказавшиеся под перекрестным огнем человеческих конфликтов, страдали из-за действий других людей. Бриггс был глубоко тронут защитными инстинктами тигрицы, которая, рискуя жизнью, спасла своих детенышей и вступила в контакт с людьми. Когда на джунгли опустилась темнота, он решил, что нельзя допустить, чтобы все это пропало даром. Он достал свой спутниковый телефон и вызвал подкрепление и дополнительный автомобиль, чтобы доставить тигрят и тигрицу обратно на базу. Однако он поделился с ними своими координатами и проинструктировал их не проходить по некоторым маршрутам, которые были заминированы в целях их безопасности. Его план состоял в том, чтобы связаться с Центром охраны животных и попросить разобраться с тигрицей, которую они теперь назвали Энни, в надежде, что ветеринары позаботятся о ее детенышах и восстановят их здоровье, прежде чем отпустить обратно в джунгли или отвезти в зоопарк. С прибытием подкрепления и транспорта они не могли рисковать и брать Энни с собой, пока она была еще трезвой. По его приказу один из мужчин вколол ей транквилизатор,
и через несколько секунд она заснула. Они не стали давать детям транквилизаторы, так как они и так были слишком слабы. Через час прибыл транспорт и подкрепление, чтобы перевести Энни, ее детенышей и остальных солдат обратно на базу. Увидев эту сцену, новые солдаты не смогли сдержать своих эмоций и шока, так как теперь они поняли, почему тигр появлялся у входа на базу. Тот факт, что эта заботливая мать рисковала своей жизнью, чтобы обратиться за помощью к людям, согрел их сердца и заставил переосмыслить их отношение к тиграм и животным. Это, безусловно, не было похоже ни на одну другую операцию, в которой они принимали участие. Когда Энни дали успокоительное, они перенесли ее, погрузили в один из грузовиков и заперли в клетки. Однако они были очень осторожны при переноске детенышей, чтобы не причинить им еще большей боли и не ухудшить их состояние. Их раны и увечья были настолько серьезными, что некоторые части их конечностей одеревенели, что заставило Бриггса задуматься, не станут ли они изуродованными, но он надеялся на лучшее. Вскоре они отправились в путь и прибыли на базу. По прибытии они поместили детенышей в ту же клетку, что и их мать, чтобы, проснувшись следующим утром, она не запаниковала. Посреди ночи Бриггс связался с Центром охраны животных и проинформировал их о чрезвычайной ситуации на базе. Вскоре они договорились перевести животных в центр на следующее утро. Но, видя, насколько слабым было здоровье тигрят, и не желая откладывать лечение, командир Бриггс не стал дожидаться утра, чтобы отдать приказ о транспортировке в центр для животных. В середине той же ночи он приказал им отправляться, с надеждой, что к утру они прибудут, и к тому времени Энни придет в сознание. На следующее утро транспортная команда прибыла в центр для животных, и сотрудники, не теряя времени, забрали Энни и ее детенышей. Поскольку тигрицы все еще давали транквилизаторы, они быстро отделили ее детенышей от нее для медицинского обследования. Все они были тронуты до слез, увидев серьезные травмы, полученные тигрятами, и предположили, что они находились в радиусе взрыва или близко к нему. Возможно, они заблудились раньше своей матери, когда каким-то образом взорвалась мина, в результате чего они получили серьезные травмы. Тигрятам повезло, что они не потеряли ни одной части тела. Однако им потребовалось срочное медицинское обследование, и, быстро вытерев слезы, ветеринары проследовали в медицинский кабинет. Но когда Энни проснулась, начался настоящий ад. Она была в ужасе, обнаружив, что заперта в клетке и, что еще хуже, не видит своих детенышей. Все окрестности огласились ее оглушительным ревом, когда она изливала свою печаль, разочарование и желание увидеть своих детенышей. Тем временем ветеринары сообщили печальную новость. У одного из тигрят были серьезные раны, которые не лечились в течение нескольких дней и потребовали хирургического вмешательства. Из-за того, что тигренок был еще мал, вопрос об ампутации пораженной части конечности не рассматривался, так как после операции его тело все еще могло заживать и расти. Однако этого не произошло бы, если бы это был уже взрослый тигр. Другой детеныш тоже был сильно ранен. Раны начали ухудшаться, но хирургического вмешательства не потребовалось. Тигрятам повезло, что их доставили вовремя, потому что, если бы задержки продолжались, они могли бы погибнуть из-за инфекции и потери крови. Тигрятам немедленно назначили лечение и медикаменты в надежде, что они выздоровеют и отреагируют на лечение. Неделю спустя ветеринары, наконец, начали замечать первые признаки выздоровления. Один из тигрят теперь мог стоять, не испытывая сильной боли, и иногда даже пытался играть с медицинским персоналом к их большому восторгу и удивлению. Он всегда обнюхивал их руки, ожидая от них угощения, хотя все еще выздоравливал и не совсем окреп, но его сила и ловкость впечатляли всех.
Тигренку, который нуждался в хирургическом вмешательстве, была сделана операция, и ему перебинтовали лапы. Он также начал постепенно выздоравливать, к большому удовольствию персонала. Сначала, когда братья и сестры были слишком слабы, им ставили капельницы, чтобы поддержать их силы. Через некоторое время ветеринары начали помогать тигрятам получать необходимые им питательные вещества, предлагая дополнительное молоко и искусственное вскармливание. Однако сегодня они решили изменить распорядок дня. Почти 2 недели Энни не видела своих малышей и всегда была грустной, иногда отказывалась есть и даже проявляла агрессию по отношению к персоналу. Это был способ выплеснуть ее разочарование и злость, поскольку она не знала, что случилось с ее детенышами. Итак, в тот день персонал решил помочь ей развеять печаль. Теперь, когда тигрята выздоравливали, они полагали, что получение натурального молока от матери ускорит процесс выздоровления. Энни не ожидала, что ее детеныши будут представлены ей через маленькое отверстие в клетке. Весь персонал собрался, чтобы стать свидетелями такого воссоединения, какого не было ни у кого другого, и они наблюдали за ним со слезами радости и эмоций на глазах. Энни, счастливая видеть своих тигрят, облизала их, по-своему выражая им свою любовь, и попросила их подоить ее. Это был такой прекрасный момент, который покорил сердца всех, кто его видел. Казалось, она понимала, что тигрята еще не полностью выздоровели, и мягко общалась с ними, особенно с тем, у которого была повязка на лапах. К счастью, прошло всего несколько дней, прежде чем тигрят и Энни выписали, и они были готовы к отправке обратно в дикую природу. Командир Бриггс был вне себя от радости, когда услышал новость о выздоровлении тигрят и о том, что через несколько дней они будут готовы к выпуску обратно в дикую природу. Однако что-то все еще беспокоило его. Мины, из-за которых пострадали тигрята, все еще оставались в дикой природе и могли снова причинить вред не только Энни и ее семье, но и другим животным, пытающимся выжить. Обеспокоенный Бриггс поговорил со своим начальством. Было установлено, что мины были установлены там очень старым правительством во время войны, которая произошла десятилетия назад, и теперь в них больше не было необходимости, поскольку в обеих странах царил мир. Кроме того, теперь, когда технологии продвинулись вперед, у них были современные инструменты, и им не нужно было полагаться на мины, чтобы не подпускать врагов к своей территории. Также необходимо было поддерживать популяцию таких животных, как тигр, численность которых с годами сокращалась. Уничтожение наземных мин стало важным вкладом в то, чтобы уберечь этих животных от конфликтов с людьми и причинения им вреда, чтобы они могли лучше развиваться в дикой природе. Были приняты меры для ликвидации мин с использованием тяжелой техники, предназначенной для выполнения этой задачи. На то, чтобы полностью обезвредить все мины по всей стране, ушло всего 5 дней, делая джунгли безопаснее для животных. Наконец, настал день, когда они выпустили обратно в дикую природу. Бриггс испытывал чувство гордости и выполненного долга, наблюдая, как она исчезает в джунглях, и радуясь тому, что больше никогда ее не увидит. Или, по крайней мере, он так думал. На следующее утро солдаты снова увидели Энни за пределами базы, но на этот раз она была не одна. С ней были 2 ее тигрят. Бриггс решил, что это был способ тигрицы выразить благодарность, и попросил своих солдат на минуту замолчать в знак приветствия. Затем она ушла и на этот раз так и не вернулась. Размышляя об этих событиях, Бриггс улыбнулся сам себе, поскольку знал, что сделал дикую природу более безопасной для обитающих в ней животных. Работа солдата — сражаться и защищать, и он сделал именно это для обитателей природы, устраняя вред, причиненный их среде обитания.
Хотя он больше никогда не видел Энни, она и ее детеныши всегда будут занимать особое место в его воспоминаниях. Какая прекрасная история! Вы бы последовали за тигрицей в джунгли. Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.